Andrei, thank you so much for taking the time to do this interview on the political crisis and unrest in Kazakhstan. The situation is changing rapidly. Do you think that the spreading unrests have the potential for a popular revolution? And what can we expect in the near future? Да, сейчас основной вопрос – это может ли перерасти происходящее в Казахстане в революцию. И у меня на него есть уже готовый ответ. Это, собственно, и есть революция. Начиналось… События вспыхнули разом по всей стране. Они не были никем инспирированы. Это народное восстание, настоящее, это революция. И поэтому ситуация не может перерасти в революцию, она уже есть революция. Собственно, она начиналась как революция. И теперь мы видим следующую фазу, это контрреволюция, когда власти предпринимают усилия для того, чтобы подавить народный протест. Почему, как вообще, как это произошло? Мне кажется, самое странное, самый большой вопрос в этой истории, это не то, что почему это произошло, почему произошло так поздно. 30 лет казахи терпели. 30 лет казахи терпели эту власть. Власть зачистила это пространство, политическое пространство, стерилизовала, лишила общества любых возможностей легального, мирного проявления своего протеста против действия властей. Потому что оппозиционеры были выдавлены из страны, основные конкуренты Назарбаева были просто убиты. И таким образом в Казахстане сложилась такая, была выстроена даже не просто авторитарная, абсолютно тоталитарная система, в которой главенствовали и снимали все сливки, то есть получали все преференции, все бонусы, все выгоды только представители семьи Назарбаева, его ближайшего окружения, его клана. Все остальные были обслуживающим таким элементом этой системы. Народ терпел 30 лет, и вдруг это взорвалось. Взорвалось это почему? Потому что в новогодние дни, в праздники, а в Казахстане довольно холодно в это время, была повышена цена в 2 раза на газ, сжиженный газ. Для Казахстана сжиженный газ – это для многих регионов, особенно на Западе, это основной источник тепла в зимнее время. Это огромный удар по населению. Я не знаю, почему власти пошли на этот шаг. Потому что было понятно, что это вызовет массовый протест. Это, кстати, показывает ситуация, что уровень экспертизы, уровень понимания властями Казахстана своего народа, политической ситуации, ее остроты предельно низкие. Они живут в том мире, который они себе сконструировали в голове. Они живут в каких-то идеалистических, идеальных конструкциях и совершенно не представляют, что происходит внизу, там, за окном их мерседесов, за окном их особняков, как живет там народ. Они не хотят это знать. За 30 лет они так далеко ушли, и они получили то, что получили, то, что должны были получить. Это была бочка с порохом, она когда-нибудь взорвалась бы. И она взорвалась. Так что я еще раз хочу сказать, это самая настоящая революция. Все признаки революции есть. Это не восстание в одном регионе, которое можно было бы списать на действия каких-то внешних сил. Это все крупные города Казахстана. Огромное количество людей, и не только казахов, а и представителей других этносов, которые живут в Казахстане, очевидно поддерживают протесты.
Ну а дальше начались трагические события вчерашнего дня, позавчерашнего дня. И мне кажется, что это давным-давно отработанный сценарий. Давным-давно отработанный сценарий, когда какие появляются провокаторы, когда мирный протест вдруг начинает закипать, потому что люди пришли для того, чтобы получить диалог, пришли для того, чтобы разговаривать с властями. Власти сначала их блокируют, к ним никто не вышел, ни один представитель действующей власти, ни на местах, ни в столице, ни в провинции. Вообще с ними никто не контактировал. А потом появляются провокаторы, которые начинают бить стекла, вдруг откуда-то возникает оружие, возникает стрельба. И таким образом власти всех протестующих объявляют преступниками, объявляют мародерами, грабителями. Естественно, большинство мирного населения испугано таким развитием событий. И власти объявляют сначала в Алмате полиция, военная полиция, войска, все куда-то исчезают, никого нет. Город отдается на разграбление каким-то непонятно откуда взявшимся бандам мародеров. А потом президент Токаев вдруг, неожиданно, это был абсолютный шок для всех, неожиданно обращается в организацию УДКБ безопасности, такой аналог Варшавского договора, в общем-то, теперь нынешний, который объединяет Россию, Белоруссию, Киргизию, Армению, обращается за тем, чтобы получить военную помощь, то есть, по сути, интервенцию. Это абсолютный шок. Ну, есть такое известное выражение, это хуже, чем преступление, это ошибка. Мне кажется, это именно ошибка Токаева. Результаты этой ошибки просчитать очень трудно на этот момент. Я думаю, они будут, по крайней мере, драматическими, если не трагическими. Сейчас уже направляются войска. Ну, естественно, это все называется миротворческим контингентом. Миротворческий контингент направляется в Алмату и в Астану, то есть в два крупнейших города Казахстана. И получается, что Казахстан, государство, по сути, полицейское, государство с огромным военным бюджетом, который направлялся на поддержание правоохранительных сил, не имеет 2000 человек для того, чтобы справиться с ситуацией. То есть это еще один показатель абсолютного провала властей. И это революция, да. I see. And do you think that the fights between the powerful clans of Kazakhstan apart can explain the situation, the unrest, partly at least? С одной стороны, по первому впечатлению, можно говорить о борьбе кланов в Казахстане. Но я должен сказать, что кланов в Казахстане немного. Есть только один царствующий клан. Разумеется, есть много политических группировок, которые в этот клан так или иначе инкорпорированы, так или иначе включены. Так что, с моей точки зрения, это не борьба кланов, это борьба народа против правящего клана. Разумеется, какие-то политические группы внутри властной системы, властной конструкции пытаются сейчас воспользоваться ситуацией для того, чтобы свои фигуры на этой шахматной доске переставить в более выгодном положении. Идет ли речь о том, чтобы отстранить клан Назарбаева от власти руками представителей других правящих группировок? Ну, есть такая версия, что Токаев, по крайней мере, вчера до вечера, до второй половины дня, именно к этому все наблюдатели, которые понимают, что происходит в Казахстане, и склонялись, что Токаев пытается сейчас ликвидировать
э, политическое влияние и политическое присутствие Назарбаева и его клана во властной конструкции Казахстана. А потом возникли вопросы. И вот у меня тоже есть вопросы. А нет ли в этом деле такого глубоко законспирированного сценария, в котором сам Назарбаев и участвует? Потому что Такаев – это ставленник Назарбаева, это опытнейший дипломат. И то, как сейчас все развивается, это очень подозрительно быстро и очень подозрительно похоже на действие какого-то расписанного сценария. То есть Назарбаев убирается официально из власти, но от того, что он теперь не будет главой Совета Безопасности, это еще, это еще ничего не значит. Насколько его неофициальное, но тем не менее мощнейшее присутствие в казахстанской власти сохраняется, никто не знает. Людей, ключевых людей Назарбаева, например, председателя Комитета национальной безопасности, то есть шефа казахских спецслужб Карима Масимова, вчера демонстративно убирают. Но убирают от чего? Похоже, что убирают от ответственности. Они уходят в тень, чтобы не отвечать. Они уходят в тень, чтобы не нести ответственности за происходящее сейчас. И похоже, что это происходит и с самим Назарбаевым также. Нужно помнить, что первое требование протестантов, протестующих, революционеров – это исключение Назарбаева из власти. Ну, более радикальные требуют суда над Назарбаевым, и это тоже понятно. И Назарбаев понимает, что если он уйдет, то ему и его людям не миновать, по крайней мере, судебного разбирательства всей этой 30-летней истории, что это такое было, что за государство он построил, что за модель, кто на этом обогатился. Есть несколько нераскрытых политических преступлений в Казахстане, которым наверняка новая, по-настоящему новая власть должна вернуться и их расследовать. Так что у Назарбаева пути назад нет. И Назарбаев – это слишком опытный политик, чтобы вот просто так взять, отдать власть. Сейчас для него трагические дни. Он видит, как рушится дело его всей жизни. Культ личности Назарбаева, который сейчас уже сильно померк, поблек. Он видит, как рушатся памятники, как люди сносят памятники Назарбаеву. Но здесь можно сказать только одно. Не надо ставить себе прижизненных памятников для того, чтобы потом не смотреть, как их сносят. Так что мой ответ – нет, это не борьба кланов. Это борьба людей с правящими кланами. I see. And Andrew, I have one last question for you. To what extent is the Russian minority affected or even involved in the unrests? Ну, я сам представитель русского национального меньшинства в Казахстане, поэтому я, наверное, могу говорить не только как политический эксперт в данном случае, но и как выходец, как гражданин Казахстана, который живет на Западе, в Европе, и тем не менее ощущает себя представителем русского национального меньшинства. Главный вопрос: существует ли в Казахстане русофобские настроения? Я должен сказать, что нет. Ну, разумеется, где-то среди каких-то слоев, какие-то отдельные люди, да, это все везде так, всегда так. Есть какие-то националистические настроения, это везде, всегда. Но если говорить о психологии народа, казахского народа, то я должен сказать, что нет никакой русофобии. Это не проблема, но не проблема, к сожалению, до нынешнего момента, потому что будет завтра, очень трудно сейчас прогнозировать. Русские в Казахстане жили хорошо,
должен сказать, потому что казахи – это чрезвычайно толерантный народ. Казахи были кочевниками, номадами до 20-х годов прошлого века. И, соответственно, у них нет такой привязанности к земле, как у народов оседлых, как, например, у узбеков соседних. Вот. И поэтому казахи во время, например, Второй мировой войны приняли огромное количество беженцев и людей, которые были перемещены с воюющих территорий. Поэтому я не думаю, что русофобия была важным фактором политической ситуации в Казахстане. Но сейчас ситуация меняется коренным образом, потому что глазами казахов и глазами казахстанцев, то есть граждан этой страны, в том числе и представителей моего меньшинства, то, что сейчас происходит, это интервенция. А что сейчас происходит? Сегодня уже вылетели самолеты с так называемым миротворческим контингентом. Я уже об этом говорил, в Алмату и в Астану, потому что по просьбе, по требованию казахского правительства и казахского, вернее, правящих кругов Казахстана в лице президента Токаева, по просьбе Токаева сейчас военные силы, в основном, конечно, российские, понятно, что армяне там будут играть не очень важную роль, вмешиваются в то, что происходит в Казахстане. Глазами казахов это интервенция. Вчера вечером шокированы были все, с кем я имел возможность контактировать, разговаривать, кого я имел возможность читать в разных пабликах. Это был абсолютный шок. Никто не думал, что Токаев пойдет на этот шаг. И вот поэтому, поскольку этот шаг явно противоречит логике, в том числе интересов Токаева и его окружения, то я думаю, что это та часть сценария, о котором мы пока не знаем, но, наверное, скоро узнаем. И поэтому, отвечая на этот вопрос, я, к сожалению, боюсь, по-настоящему боюсь, что антирусские настроения в Казахстане вспыхнут. Русские будут представляться казахам как именно представители, казаться казахам как в качестве представителей вот этой внешней силы, которая вмешалась в развитие ситуации в стране. Опять-таки, это тот самый случай, о котором говорится, это больше, чем преступление, это ошибка. Мне кажется, эта ошибка может иметь не только драматические, но и трагические последствия. Так что здесь у меня никакого оптимизма нет. Здесь я абсолютный пессимист. Ничего хорошего из вмешательства Москвы и других стран, входящих в организацию ОДКБ, не будет. Это уже очевидно для русского населения Казахстана. Right. Thank you so much, Andrei.